Всем привет, с вами Игорь. И сегодня мы поговорим о правильной заправке теплового насоса. Сколько же в него закачать фреона. Вообще это вопрос довольно-таки сложный. И для самодельщика, для каждого это будет довольно непросто. На заводе там все проще, там это все рассчитывается, высчитывается, может быть даже опытным путем. Потом просто делаются в серию, запускается там кондиционер или холодильник или тепловой насос, и уже они все одинаковые, стандартные, уже знают, сколько туда залить фреона, поэтому заливается определенное количество фреона, уже рассчитано. Все это. Кстати, вот это может быть подсказкой для самодельщика, сколько нужно фреона залить в наш тепловой насос самодельный. То есть смотрите на кондиционере, на каждом кондиционере написано там там на шильдике, сколько заливается в систему фреона. И если вы берете какой-то компрессор такого типа размера, там, например, 9 типа размера, как у меня 9, то вот это количество фреона написано на наружном блоке кондиционера, оно уже может быть для вас ориентиром, сколько же залить фреона в ваш тепловой насос самодельный. То есть там для каждого типа размера там идет разное количество фреона, потому что и большие компрессоры, большие теплообменники. Но это уже может быть примерным таким ориентиром. Не точным, но примерным уже да. Плюс там еще веса, конечно, надо иметь. Я без весов заправлял по опытным, так сказать, путем. Даже весов у меня не было. Но это такой хороший ориентир. Если вы берете, как я уже сказал, да, компрессор от кондиционера, то количество на кондиционере написано для этого может быть для вас таким ориентиром. Давайте уже рассмотрим, начнем с симптомов недостатка фреона, недостаточной заправки теплового насоса. Какие могут возникать симптомы? Сначала рассмотрим недостаток фреона. Итак, разделим нашу систему. Это я уже говорил, да, 4 части это основные. Компрессор, ТРВ или капиллярка, и конденсатор, и испаритель. И пройдемся по всем вот этим частям по отдельности. То есть какие симптомы будут вылазить у нас на каждой части при недостаточном количестве фреона в системе. Итак, начнем с части конденсатор ТРВ. Если у нас недостаток в этой части фреона, если ее недостаток, то ее будет недостаток везде. Этой части, то есть, как это определяется? Я советую вообще ставить смотровое стекло. Советую, чтобы смотреть, наблюдать за фреоном, который подходит. Для этого оно, собственно, и ставится. Есть у него там и функция определения влаги в системе, но это уже как бы вторично. Но самое главное это следить за состоянием фреона перед ТРВ. Если недостаток фреона, именно жидкого фреона, то фреон начинает как бы конденсироваться в самом конце конденсатора. В самом конце, то есть аж перед ТРВ. Начинает там превращаться в жидкость, потому что ее мало, хотя он должен намного раньше превращаться в жидкость, если ее достаточно. И в смотровом стекле в своем вы увидите не чистую жидкость, хотя там должна быть при нормальной работе, нормальной заправке, там должна быть чистая прозрачная жидкость, без всяких пузырьков, пены и так далее. То есть ее даже видно не должно быть. Так вот смотрите, она должна прозрачная, чистая жидкость, без всякой пены. Как раз вот эта вот пена в ТРВ или пузырьки не сконденсировавшегося фреона, еще в парообразного, могут свидетельствовать о том, что мало как раз фреона в системе. Потому что он начинает только конденсироваться аж перед ТРВ, то есть его мало. И в смотровом стекле это будет видно, как только начало конденсации, которое, я сказал, уже должно быть начинаться намного раньше, не перед самым ТРВ. Из-за этого, что дальше идем по системе, да?
какие дальше будут у нас возникать симптомы из-за вот этого. Потому что оно тянет одно, тянет за собой другое. Вот. Если у нас ТРВ так работает, вот, то есть пропускает через себя не сконденсировавшийся полностью жидкий фреон, а с пузырьками, с пеной, вот этой вот, то этот фреон будет наблюдаться, он как недостача фреона перед ТРВ, так она будет наблюдаться и после ТРВ, недостача фреона. Вот, и он будет вылетать с ТРВ, уже начинать сразу после ТРВ испаряться. Сразу, хотя он не должен. Он должен быть залитый как конец конденсатора полностью жидким фреоном, так и начало испарителя полностью должно быть залито жидким фреоном. То есть ТРВ работает с жидким фреоном, без всяких там фракций пара и пузырьков. Вот. Если его недостаточно, он будет выпускать из себя вот это вот пара в жидкостную смесь ТРВ, и она сразу же после ТРВ начинает испаряться, отбирая таким образом тепло. Так как организовать так не получается, чтобы ТРВ прямо подходил к испарителю, хотя надо этот промежуток как можно меньше сократить, да, вот это расстояние между ТРВ и началом испарителя надо как можно меньше. Но у меня все-таки так не совсем получилось, у меня где-то сантиметров 20, там, а может быть даже и больше, может и 25, осталось голой медной трубки испарителя. Вот. То есть еще не начался испаритель, он в воду не вошел, а тут ТРВ. И если недостаток фреона, и этот фреон идет с пузырьками и начинает испаряться сразу после ТРВ, то есть у вас испаритель не залит, нижняя часть не залита фреоном, то вот эта трубка, она начнет покрываться инием, обмерзать, из-за того, что тепло начинает интенсивно отбираться сразу же, испарение происходит фреона, и тепло отбирается сразу же после ТРВ. Вот это тоже признак недостатка в системе фреона. Да, вот эти вот пузырьки в смотровом стекле, и которые тянут за собой сразу же обмерзание трубки. Вот это тоже такой довольно наглядный признак. Дальше идем по системе. Естественно, недостаток системы, недостатки в испарителе фреона. Фреон начинает очень рано испаряться. Он, можно сказать, уже испарился почти весь, еще в первой части испарителя, еще в начале испарителя. И дальше он просто уже летит пар, который повышает свою температуру за счет нашей воды со скважины. Да? И поэтому еще один признак, то что ваш фреон, если поставить датчик, температурный датчик, термодатчик на выходе с испарителя, то он будет показывать температуру фреона, выходящего с испарителя, примерно такую же температуру, как и температура воды в скважине, которая заходит в испаритель. Вот. То есть фреон будет так нагреваться сильно. Это перегреваться он, можно сказать, будет. Вот. Хотя разница должна быть в несколько градусов примерно вылетающего фреона из испарителя по отношению к температуре воды из скважины, которая заходит только из скважины. Примерно 2-3 градуса хотя бы должно, а то и больше может быть от этой разницы. А если вы видите, что эта разница стремится к нулю, то есть почти такая же температура фреона, как и заходящей воды из скважины в испаритель, то это тоже свидетельствует о недостатке фреона. Что, как я уже сказал, да, фреон начинает испаряться еще в самом начале испарителя, в самом низу, и дальше просто летит пар, который просто подогревается, он уже там, не испаряется, он уже испарился давно. Дальше идем по системе. У нас дальше что у нас дальше? Компрессор у нас дальше. Как реагировать будет на этот компрессор? Компрессор вообще, электродвигатель компрессора охлаждается парами фреона. У него нет ребер, как у электродвигателя обычного, чтобы там наружного охлаждения у него нет. У него только охлаждение через внутрь. Вот этими парами фреона, которые он через себя прокачивает холодные, он и охлаждает свои обмотки. Вот. Если этот пар будет перегретый, то и перегретый пар это не сильно так влияет. Какой он может быть при этом? Он может быть нагретый до 11, у некоторых до 12. В
встречал у людей, что вода из скважины 15 градусов. Ну, это не перегрев в смысле пара. Вот. Но пар может быть разряженный. То есть есть такое понятие, как насыщенность пара. Вот. И этот пар, если недостаток у нас фреона в системе, он может быть ненасыщенный, разряженный, такой жиденький вообще. Его мало. Вот. И компрессор от этого, из-за того, что будет, ну, мало ему вот этого пара, он будет ненасыщен и он плохо охлаждается. То есть начинает из-за этого еще и греться компрессор, как следствие вот этого вот недостатка фреона. Ему мало, он как бы задыхается. Ему мало паров фреона, чтобы прокачать через себя. Он может больше прокачать, но его нет. Его просто нет, и он начинает греться выше нормы. Так как он, компрессор качает ну, с одинаковой интенсивностью, там ну, больше фреона, меньше фреона в системе, то он выкачивает этот фреон больше выкачивает пара фреона из испарителя, поэтому давление в испарителе будет ниже нормы. Это тоже признак малого количества фреона в системе. Вот. Ну вот такие вот признаки малого количества фреона в системе рассмотрели. Да, это, еще раз повторим. Первое. У нас пузырьки в смотровом стекле. Вот, то есть фреон начинает конденсироваться очень поздно, аж перед самым ТРВ. Соответственно, он начинает, и ТРВ пропускает не чистый фреон жидкость, а парожидкостную смесь, которая быстро испаряется после ТРВ. Вот, из-за этого у нас большой перегрев пара, и соответственно из-за того, что нечем просто охлаждаться компрессору, он начинает сильнее греться. Вот такие признаки у нас недостатка фреона в системе. Теперь признаки избытка фреона. Ну, логически, если так вот, да, подумать, где может собраться весь излишний фреон, который мы там закачали его по ошибке. В испарителе он не может собраться, потому что количество фреона в испарителе контролирует ТРВ. Вот это он отвечает за это. Поэтому я советую всегда ставить лучше на самоделке ТРВ, а не капиллярную трубку. Вот, ну что капиллярную трубку подобрать невозможно, я так думаю, опытным. Ну можно, но это столько надо будет время потратить, резать ее постоянно, увеличивать, удлинять там с диаметром. Ну зачем это? И тем более она не может приспосабливаться к разным режимам работы. ТРВ может сразу поставить ТРВ и не мучиться. Вот, поэтому ТРВ он следит за количеством фреона в испарителе и не допустит, чтобы у него был переизбыток фреона в этом же испарителе. Вот, поэтому он будет пропускать из конденсатора в испаритель только определенное количество фреона. Столько, сколько показывает его термобаллон после испарителя. Вот нормальное количество фреона, перегрев нормальный, там 3 градуса разница, вот так он рассчитанный, ну примерно 3, 4, там 5 градусов, где-то так насчитано на разницу. И вот столько же он фреона будет пропускать, столько, сколько может переварить, так сказать, компрессор. Вот, больше он ему не даст, он не даст залить компрессор жидкостью при избытке фреона. Поэтому лишнего фреона при перезаправке в испарителе быть не может, вот, вообще не может. Где он может быть? Ну, естественно, в компрессоре он тоже не может быть, потому что компрессор он перекачивает только пар фреона, и там пара этого незначительное количество. Он может собраться, естественно, значит, только в конденсаторе. Вот. Как это видно? Почему это видно? Ну, пузырьков уже в смотровом стекле не будет при переизбытке фреона, потому что там достаточно жидкости, она хорошо конденсируется. И наш конденсатор, он получается залитый аж почти под верхушку. Почти аж до компрессора залитый. Это при переизбытке фреона. Что получается из-за этого? Что это за собой тянет? Из-за того, что он залитый под верх, некуда заходить парам фреона, перегретым парам. То есть они как бы заходят, но им негде охлаждаться. Быстро охлаждаться и, соответственно, конденсироваться и уменьшаться в объеме. Соответственно, у нас растет давление в конденсаторе. Резко начинает расти давление. У нас будет всегда избыточное давление в конденсаторе. Хотя его не должно быть. Ну, примерно нормальное давление, ну, вот для моей системы, там, моей воды, моей конденсации, это
4-5 в испарителе бар и где-то 15, 16, 17 бар в конденсаторе. Это нормальное соотношение давления. Вот если разное, уже надо на это обратить внимание. Вот. Да, и вот если в конденсаторе много фреона, получается, он некуда заходить вот этим парам фреона, негде им конденсироваться правильно, вот, плохой теплообмен, а жидкость фреоновая, она двигается по трубопроводам намного медленнее, чем пар фреона. То есть пар, он быстро летит, да, а потом там жидкость, она как бы как пробка стоит, вот этот вот избыточный весь фреон, он стоит как бы в нашем конденсаторе как пробка и мешает нормальной быстрой циркуляции фреона. Что это за собой тянет? Опять же я сказал, повышение давления, но ТРВ он не пропустит все равно этот фреон в испаритель, он будет держать его в конденсаторе, сколько бы там его не было, хоть бы ее даже аж до компрессора доставало, там заливало назад, но он его все равно не выпустит, потому что у него есть настройка столько-то пропустить испаритель фреона, и он ее больше никак не пропустит. Вот. Давление растет, он старается, конечно, продавить это давление компрессора через ТРВ, но он будет просто еще больше закрываться, этот ТРВ, и не пропустит. Вот. В испарителе же мы наоборот наблюдаем понижение давления. Почему? Потому что у нас вот это образовалась как бы пробка жидкого фреона в конденсаторе, которая мешает быстрой циркуляции, да? Компрессору тяжелее продавить это все из-за того, что перед ним, ну, по ходу движения, то есть после него, по ходу движения фреона, высокое давление, зона образовалась высокого давления. Это как так же самое, как, например, вот насосом, да, накачать. Одно дело надавить на насос воздушный, когда у вас в колесе 2 атмосферы, да, и совсем другое усилие надо намного большее приложить, чтобы надавить на насос, когда у вас 5, 6, 7 атмосфер в этом же колесе. То же самое происходит с компрессором. Ему тяжелее качать, понижается наш любимый КОП, вот, растет давление в конденсаторе, растет ток потребления электродвигателем, вот. И вообще эта вся циркуляция замедляется. Опять же замедляется проход фреона парообразного через компрессор. Опять же он не охлаждается нормально. И соответственно опять же греется наш компрессор. То есть компрессор будет греться как при недостатке фреона, так и при переизбытке фреона. Это такой универсальный, так сказать, показатель. Вот. Ну вот такие вот признаки, симптомы, которые вот я озвучил, да, избытка и недостатка фреона. Еще может быть хорошим показателем манометры, поэтому я у себя манометры оставил. Ну, некоторые просто используют манометрические станции при заправке, вот, но я у себя оставил для контроля. Там на манометре есть шкалы. Вот. И под разные фреоны. Есть шкала давления и температуры. Но манометр, он температуру не меряет. Он меряет только давление. Вот. И поэтому температура там указана для того, что вы смотрите, какое давление. Вот. Там, например, R22. Да? Ну там для разных есть шкалы, для разных фреонов. И напротив него стрелка опять же показывает, какая температура должна быть в это время. Ну, в испарителе, например, да, вот при таком-то давлении. А температуру вы уже меряете каким-то другим термометром. И вот это сравнение, оно должно как можно сходиться больше, ближе сходиться. То есть температура в вашем испарителе должна соответствовать той, что показывает стрелка на манометре при таком же давлении. Вот это тоже такая будет неплохой признак, показатель, помощник. Вот. Ну, вроде бы все я сказал, да, что хотел по вот этому избытку, недостатку. Вообще еще хочу сказать, ну, может быть, как-то я это сложно все, кому-то может показаться, непонятно, сложно, кто-то подумает, ой, это так сложно, я это не сделаю, это все надо соблюсти, там-то нет. Все не так страшно, может быть, как показалось или как я рассказал. У меня, например, в моем тепловом насосе он тоже не идеальный. Вот, и там тоже я наблюдаю по некоторым тем же признакам, что я озвучил, маленький конденсатор у меня, маловатый, и там еще какие-то признаки. Вот, и некоторые, кстати, ставят ресивер в свои системы. Ресивер ставится после
конденсатора. Ну, это, в принципе, продолжение конденсатора. Можно вместо ресивера просто добавить где-то 30-40% медной трубы, и это будет вам тот же конденсатор-ресивер, если так можно выразиться. И вот этим вот увеличением конденсатора или установкой ресивера вы как бы нивелируете уже перезаправку. То есть уже не будет вот это, ну, сложно будет вам перезаправить. Так, продолжаем видео. Просто у меня фотоаппарат снимает только 20 минут, потом выключается. Я часы не взял, не поставил, немножко растянулось видео. Так вот, я говорил только что, да, про увеличение конденсатора. Можно увеличить, даже лучше было бы увеличить или поставить ресивер. Тем вы как бы у себя уже подстрахуете от переизбыточной заправки. Потому что если вы ее перезаправите, у вас просто лишний фреон будет оседать в этом ресивере или в лишних нескольких метрах конденсатора, змеевика там, например, или как вы ее организуете в конденсаторе. Это добавить просто достаточно плюс где-то 30-40% конденсатора, трубы медной, и лишний фреон там осядет. Вот, поэтому вот я, если бы сейчас сделал свой тепловой насос, собирал, я бы так бы и сделал. Ну, пока что я ничего трогать не буду. Может быть, я это изменю и добавлю этот ресивер для лучшей работы или добавлю конденсатора. Ну, еще пока что не знаю. Вот, с недостатком фреона тут, конечно, ну, вот эти вот признаки, которые я сказал. Вот, по ним, ну, в принципе, можно, их достаточно. Еще хотел сказать, что вот эти все симптомы, признаки или переизбытка и недостатка фреона, они работают только если у вас все остальное собрано правильно. Правильный ТРВ, то есть правильный размер ТРВ, размер дюзы, не больше и не меньше. Потому что если вот ТРВ уже будет переразмеренный или наоборот маленький, у вас могут вылезать те же самые симптомы и вводить вас, так сказать, в заблуждение, что типа это может быть недостаток или переизбыток фреона. Поэтому сначала надо убедиться в том, что у вас вот это все правильно собрано, вот, потом уже следить за вот этой вот перезаправкой. Вот, так что там много есть таких проблем, схожих вот с этими симптомами, которые я озвучил. Но я еще раз скажу, это вас не должно пугать. У меня много что не так сделано, много что, как я уже сказал, и конденсатор у меня маловатый. Вот, и компрессор на несколько градусов, там он превышает температуру, перегревается. Ну, тоже следствие, как, наверное, недостаточного конденсатора. Вот, и там еще есть другие. Но при всем этом все работает. Все работает, вы не переживайте насчет этого, все будет работать прекрасно. Ну, там, конечно, может быть не так эффективно, там какой-то минус в эффективности будет, но при этом всем, что оно все у меня работает, притом довольно удовлетворительно. Там особых таких ошибок критических совершить нельзя, я так думаю, даже теоретически. Вот. Можно сделать не идеальный тепловой насос, но чтобы сделать его, чтобы он вообще не работал, ну, наверное, это невозможно. Он всегда будет работать у вас, я думаю, в любом случае. А коэффициент эффективности зависит не от количества фреона там, или чего-то другого, каких-то ошибок в системе. Он зависит напрямую и самое большее от разницы температуры испарения и конденсации. Вот эта вот разница больше всего влияет на коэффициент эффективности, на наш навар, так сказать, в энергии. Вот к этому надо стремиться. Коэффициенту эффективности и меньшему разнице вот этой вот испарения и конденсации фреона, испарителей, разницы температур. Вот, там понижая в системе отопления температуру или как-то повышая, ну, повысить температуру скважины мы не можем, а вот с другой стороны можем. Ну вот как-то так получается. Ну все, я уже затянул и так видео. Всем пока. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Всем до следующих видео.